Здравствуйте! Рад вас видеть на своем канале Павел Куш. Сегодня хочу поделиться рецептом цветной капусты, запеченной в духовке в панировочных сухарях с пармезаном. Мне очень нравится этот рецепт. Он получается очень вкусным и нежным. Он отлично подойдет как самостоятельное блюдо или же как гарнир. Итак, начнем. Достаточно будет взять одного вилка цветной капусты 800 грамм. Этого вполне хватит на целый противень. Не спеша разделяем на соцветия. Стараемся, чтобы все соцветия были более или менее одного размера. Это важно для приготовления. Если соцветия крупные, мы их разделяем пополам, если необходимо, даже на четверть. Самое главное, не спеша. В итоге мы получаем вот такую горку цветной капусты. Далее ее отвариваем. На кастрюлю 2,5 литра воды добавляем 1 столовую ложку соли. Варим 10-15 минут, не доводя полностью до готовности ее. Охлаждаем. Капуста должна быть комнатной температуры. 4 яйца разбиваем и добавляем треть чайной ложки соли. Венчиком перемешиваем до однородности. В отдельную мисочку добавляем панировочные сухари 180 грамм и к ним же пармезан 4 чайные ложки. Перемешиваем до однородности. И начинаем процесс панировки. Берем одно соцветие, одной рукой опускаем в яичную смесь, перекладываем в панировочные сухари с пармезаном и уже другой рукой ее панируем. Обратите внимание, одна рука всегда у меня в яичной смеси, другая рука в панировочных сухарях. Такой метод панировки очень удобен и практичен. Ваши пальцы после яичной смеси никогда не соприкасаются с панировочными сухарями. И таким образом панировочные сухари не налипают на пальцах. Это очень удобный метод. Я действительно вам его рекомендую. Равномерно выкладываем запанированные соцветия на противень. Вот так вот они выглядят. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20-30 минут до золотистой корочки. Цвет корочки вы можете регулировать температурой или режим конвекции, включенный за пару минут до готовности. Даем остыть и пробуем нашу цветную капусту. Она получается довольно-таки мягкой, но она держит форму. Ее легко можно разделать вилочкой. Пармезан придает определенную пикантность и послевкусие. Это очень вкусно. Она вкусна в таком виде, но я люблю ее с оливковым маслом. Если вы любители томатного соуса, кетчупа или же соуса барбекю, это будет очень вкусно. Приятного вам аппетита! Если вам понравилось видео и рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарии. Готовьте с любовью, готовьте в радость для себя, близких и друзей. Спасибо вам за ваш просмотр.